Всем панкейк, любопытные зрители! В реалиях нашей жизни полно людей, которые зарабатывают огромные состояния незаконными путями и махинациями. Но что случается с теми, кто после достижения списка Forbes попадает в руки деятелей справедливости и закона? Поговорим о выдающемся главе бандитской группировки в этом выпуске. Каким же был жизненный путь одного из самых известных наркобаронов в истории современного человека? Эль Чапо — это псевдоним, переводится как «коротышка». На самом же деле его зовут Гусман Лоэра, родившийся в 1957 году в очень бедной семье фермеров. Полноценного образования, даже школьного, он не имеет. В ранние годы ему приходилось торговать фруктами и помогать отцу, чтобы прокормить семью. Учеба случалась от случая к случаю, а в 15 лет он окончательно покинул идею любого образования. Отец не отличался законопослушанием, хотя на официальных словах был скотоводом, но на самом деле промышлял выращиванием опия. Совместная жизнь с сыном не сложилась из-за частых конфликтов и непонимания. Отец выставил Гусмана за дверь родного дома в 15 лет. Какое-то время тот жил у своего дедушки, но в 20 лет покинул небольшой городок, в котором родился, и двинулся на поиски лучшей жизни. Оттуда и начался его преступный мир, в котором ему удалось даже дважды жениться. Первый раз в 20 лет, и в этом браке у него появилось 3 детей. Во втором браке родились еще 4 детей. Нет точных данных, сколько наследников у него всего, ведь кроме детей в браке есть еще и те, что находятся за ним. Разные источники утверждают, что от 12 до 15 деток разного возраста. К сожалению, их начала постигать та же участь деятельности, что и скверно известного отца. Имея такой контроль в сфере запрещенных веществ, долгое время он считался неуловимым для всех существующих спецслужб, прячась от них где-то в горах Мексики. А если и попадал в руки хранителей справедливости, умудрялся сбегать. Таким ли неуловимым и недоступным он был на самом деле? Скользкая дорога началась с сотрудничества с уже состоявшимся наркобароном, крестным отцом поставок Мигелем Анхелем. Эль Чапо был его учеником и перенимал все тонкости такой работы, сумев даже после заключения учителя расколоть самый крупный наркокартель Мексики — картель Синалоа, и стать во главе этой преступной организации. Впервые на глаза надзирателей закона он попался в 1993 году и был осужден на 20 лет за торговлю наркотическими веществами. Отбывая срок в тюрьме, он придумал план побега, который был тщательно спланирован и поддерживался группой людей около 100 человек. Пробыв в тюрьме 8 лет, в 2001 году Эль Чапо совершил побег, надежно спрятавшись в глубине прачечного фургона. Обошлось без жертв, сбежать ему удалось, ведь персонал в месте отбывания наказания был подкуплен. Преследование его спецслужбами не прекратилось. Спустя 3 года существовал подробный план его ареста, неожиданного захвата, от которого ему чудом удалось сбежать и не попасть в ловушку. Для манипуляции уже в 2005 году были арестованы члены его семьи, но это так и не помогло арестовать самого барона. В 2015 году вел громкие разборки с Абу Бакру аль-Багдади, лидером международной исламистской террористической организации, за уничтоженную партию наркотиков, грозился расправой. Последний арест случился в 2016 году, а уже в 2017 году он был передан суду США, где ему вынесли обвинительный приговор за международную торговлю наркотиками, в заговоре с целью отмывания доходов и использовании огнестрельного оружия. Наказание — пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Черный пиар — тоже пиар. Идеальная фраза, которая подходит для описания ситуации. Одна из самых главных заслуг, за что в преступных группировках уважают Гусмана, это управление самой крупной организацией, которая поставляет 60% запрещенных веществ на территорию США. Он имел около 600 самолетов и вертолетов, которые контрабандой доставляли этот специфический груз. Нет в мире больше наркокартеля, чем Синалоа. Журнал Forbes признал Эль Чапо одним из самых влиятельных людей в мире, который практически контролирует весь наркорынок Соединенных Штатов. Тем самым он оказался в десятке самых богатых мексиканцев. Его состояние насчитывало более $1 миллиарда на момент 2011 года. Еще одним условным достоянием стало признание, что Гусман Лоэра по масштабу превзошел одного из самых популярных колумбийских наркобаронов Пабло Эскобара.
Побеги Гусмана признаны одними из самых извращенных и тщательно продуманных, ведь перехватить его не удавалось никому за все это время. Его искал сам Интерпол. Далеко не каждый преступник может похвастаться столь большим вниманием властей к своей персоне. Власти США оценивали информацию, наводящую на Эль Чапо, в $5 миллионов, а Мексика — в 3,8 миллиона. Что же из себя представляет самая необычная тюрьма в мире? Известная тюрьма как Супермакс – это одно из учреждений исправительного характера, которое обеспечивает максимальный контроль над заключенными и защищает от несанкционированных проникновений посторонних лиц на территорию. Там держат одних из самых опасных преступников в мире, которые угрожают не только обычным гражданам, но и национальной безопасности страны. Чаще всего в эту тюрьму попадают люди с самыми тяжелыми преступлениями – террористы, лидеры преступных организаций, серийные маньяки, разведчики и бывшие агенты ЦРУ, сотрудничавшие на другие страны. Сейчас там около 430 преступников, которым присвоен один из 6 уровней существующей охраны. Одной из таких тюрем является Флоренс в Колорадо, куда на пожизненное и загремел коротышка. Площадь тюрьмы более 1,5 миллиона квадратных футов и состоит из 3 блоков, у которых разный уровень контроля. Блок максимального уровня безопасности включает в себя бесконтактный контроль заключенных. Одним из тяжелых испытаний в таком заключении считают одиночество. 23 часа в сутки наказуемый сидит совсем один, без контакта с другими, и всего 1 час в день выделяют для занятий спортом в тренажерном зале. С посетителями общаются исключительно через стекло, а вот для религиозных служб на территории есть отдельная часовня. Также существует программа понижающихся шагов, которую используют во многих тюрьмах такого уровня. Она длится 3 года, и ее суть в том, что постепенно заключенных перемещают в менее охраняемые зоны с возможностью выходить на свежий воздух. Такую привилегию дают только тем, кто не провинится и не будет совершать оплошных поступков, подчиняясь режиму. Любимые зрители канала Pancake, если вам нравятся наши познавательные выпуски с интересными фактами, поддержите нас своим лайком и подпиской за проделанную работу. Приятного просмотра! При таких строгих условиях комнаты самих преступников выглядят еще печальнее. Сами камеры очень маленькие, всего 7 на 12 футов, сделанные из одного литого бетона угнетающего серого цвета. Окошки скорее просто проблески света в этой обстановке, 3 на 47 дюймов и расположены таким образом, что заключенный не сможет даже определить, в какой части комплекса находится. В их распоряжении только вид неба и крыши над окном. В комнате есть стул, стол и койка. Очень минималистично. Также туалет и душ с таймером, чтобы предотвратить затопление. Есть раковина, но в ней отсутствует кран, потому что считается потенциально опасным. Зеркало заменяет отполированная до блеска сталь, есть даже освещение. Двери из стали и еще одни в виде решетки с маленьким окошком, чтобы общаться с личным тюремщиком. Еду доставляют они же. Если за заключенным не наблюдается нарушение дисциплины, ему могут дать телевизор или радио, по которым будут транслировать только развлекательные, религиозные и образовательные каналы. Также любые коммуникации с внешним миром, как и СМИ на территории тюрьмы, категорически запрещены. Что же сейчас известно про Эль Чапо и его семью? Сам виновник до конца отведенных ему дней будет сидеть в тюрьме Флоренс без возможности досрочного освобождения. Суд США посчитал, что его преступления перед законом слишком тяжелые, ведь помимо торговли и распространения, его деятельность приводила к постоянным разборкам между людьми, а вследствие перестрелкам за граммы. За 6 лет его бизнес убил 764 человека, и еще безграничное количество жизней искалечено. Его жена Эмма Короннелл считалась королевой наркобизнеса и иконой стиля. Но это длилось недолго. Ее задержали в аэропорту Далласа и предъявили обвинения в торговле, контрабанде и организации побега своего мужа из тюрьмы. Суд Соединенных Штатов приговорил ее к 3 годам лишения свободы. А Овидио Гусман Лопес — это один из сыновей Эль Чапо, который
пошел по следам отца в бизнесе. Его арестовали и обвинили в заговоре с целью распространения наркотиков для ввоза, также притянув соучастника преступления Хоакина Гусмана Лопеса и его брата. Задержание первого было настолько громким, что там были и перестрелки, и поджоги транспортных средств. В столкновении погибло 29 человек, а 21 человек был задержан. Пока власти Мексики не дают комментариев по передаче преступника в руки США. Один из его сыновей был убит в торговом центре по заказу наркокартеля Белтран Лейв, положив начало войны с Эль Чапо и его Синалоа. Парню было всего 22 года. Нет практически ни одного члена семьи, которого бы не затронул этот бизнес или не настигло наказание за содеянное. Напишите в комментариях, считаете ли вы такие методы наказания гуманными по отношению к преступникам, или, быть может, пожизненное заключение – это слишком суровая мера наказания. Дорогие зрители нашего канала, не забывайте про подписку и лайк на видео, чтобы как можно чаще видеть нас в своих рекомендациях. С вами был Панкейк. До следующего интересного выпуска.